Представь себе мальчика, который в 8 лет поднимает штангу тяжелее собственного тела. Девочку, которая за секунды наносит удары быстрее, чем профессиональные бойцы. 7-летнего ребенка, тащащего автомобиль, словно игрушку. Они существуют. Это не фантастика и не выдумка. Реальные дети, доведшие свои физические возможности до предела. Одни — результат жесточайших тренировок, другие — генная аномалия, а кто-то просто родился с силой, выходящей за рамки человеческого понимания. Ричард Сандрак, мальчик, который стал легендой бодибилдинга, получив прозвище «Маленький Геркулес». Родился в Украине, но его семья переехала в США, где отец с раннего детства начал тренировать сына. Уже в возрасте 8 лет он мог жать штангу весом в 210 фунтов, что превышало его собственный вес более чем в 2 раза. Визуально он выглядел невероятно. У ребенка был рельефный пресс, развитая грудная клетка и мускулистые руки, как у взрослого спортсмена. Его тренировки включали сотни отжиманий, подтягиваний и специальные силовые упражнения, которые привели к тому, что его тело выглядело почти неестественно. Ричард привлек внимание Голливуда, снимался в фильмах и шоу, а его фото облетели весь мир. Однако со временем он ушел из бодибилдинга, объяснив, что хочет жить обычной жизнью. Тем не менее, его история до сих пор вызывает споры. Был ли он одарен генетически или все это результат жесточайших тренировок под контролем строгого отца? Лиам Хаура, ребенок которого ученые назвали мальчиком без жира. Он родился с редким синдромом, известным как миостатиновая недостаточность, который приводит к аномальному развитию мышц. Уже в младенчестве у него были заметные рельефные мышцы, а в возрасте 3 лет он демонстрировал силу, сравнимую со взрослыми спортсменами. Этот случай шокировал научное сообщество, ведь обычно такое развитие требует многолетних тренировок. Однако Лиам мог подтягиваться, отжиматься и поднимать предметы, слишком тяжелые для его возраста, без специальных занятий. Его родители были в замешательстве. С одной стороны, их сын обладал уникальными возможностями, с другой, ученые начали проявлять интерес к его генетике, задаваясь вопросом, может ли это быть ключом к созданию суперсолдат в будущем. Джулиано Строя, румынский мальчик, который в возрасте 5 лет уже попал в книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым молодым ребенком, сумевшим выполнить флаг дракона, упражнение, в котором тело держится горизонтально на перекладине, используя только силу рук. Джулиано также выполнял невероятные трюки: ходьбу на руках с тяжелыми гирями, многократные подтягивания на одной руке и отжимания на пальцах. Визуально он выглядел так, будто всю жизнь посвятил спорту. У него был выраженный рельеф мышц, который не свойственен детям. Его отец, профессиональный тренер, начал тренировать сына практически с младенчества, что вызвало множество споров. Одни считали, что ребенок подвергается чрезмерным нагрузкам, другие восхищались его достижениями. Рюи Мэй, японский мальчик, который с детства копировал движения Брюса Ли и стал настоящей сенсацией в мире боевых искусств. В возрасте 6 лет он уже виртуозно владел нунчаками, повторяя легендарные комбинации из фильмов Брюса Ли с невероятной точностью. Визуально это выглядело как магия. Ребенок с полной концентрацией выполнял удары, смены рук и блоки, двигаясь с молниеносной скоростью. Его ролики в интернете набирали миллионы просмотров, а эксперты признавали, что для своего возраста он обладает феноменальной техникой. Рю продолжил тренировки и уже к 10 годам стал одним из самых узнаваемых юных мастеров боевых искусств в мире. Его история вдохновила тысячи детей по всему миру начать заниматься спортом, показывая, что талант и трудолюбие могут сделать невозможное возможным. Варя Акулова – девочка, чьи физические способности поразили весь мир. Родилась в семье цирковых атлетов, но уже в возрасте 5 лет могла поднимать тяжелые веса, которые не под силу большинству взрослых. К 7 годам она подняла штангу весом в 220 фунтов, а к 8 уже работала с весами за 350 фунтов. Ее отец, сам спортсмен, объяснял это уникальной генетикой и ежедневными тренировками. Визуально это выглядело потрясающе. Хрупкая на вид девочка с легкостью поднимала гигантские веса. Она попала в книгу рекордов как самая сильная девочка в мире. Специалисты изучали ее феномен, задаваясь вопросом: это талант, генетика или уникальная методика тренировок? Ян Цзинлун, 7-летний мальчик из Китая, который буквально сдвигал с места многотонные автомобили и носил на плечах взрослых людей. Его необычайная сила проявилась уже в возрасте 2 лет, когда он без труда поднимал мешки с цементом, которые весят больше его самого. Самый шокирующий случай — это видео, где Ян тащит за собой мини-грузовик, используя только веревку и силу своих мышц. Многие взрослые не способны на такие подвиги даже после многолетних тренировок, а этот ребенок делал это без видимой усталости. Ученые пытались объяснить этот феномен, но у мальчика не было зафиксировано никаких генетических аномалий. Его родители утверждают, что он просто родился таким, сильным, выносливым и полным энергии. Наоми Кутин, девочка, которая в возрасте 10 лет уже поднимала штангу весом более 400 фунтов. Это в 2 раза больше ее собственного веса, что делает ее одной из самых сильных девочек в мире. На соревнованиях по пауэрлифтингу Наоми выступала против взрослых женщин и обыгрывала их, устанавливая новые мировые рекорды.
Визуально ее выступления поражали. Маленькая девочка легко справлялась с нагрузками, от которых многие взрослые атлеты теряли сознание. Ее тренировки включали в себя сложные силовые упражнения, а питание и режим дня были продуманы до мелочей. В результате Наоми стала иконой женского спорта, показывая, что границы возможного существуют только в наших головах. Джейк Шелленшлагер – 14-летний пауэрлифтер, поднимавший более 300 фунтов. В таком возрасте подобная сила – редкость, ведь большинство подростков только начинают набирать мышечную массу. Он начал заниматься с раннего возраста, вдохновившись историей профессиональных стронгменов. Его кумиром был Арнольд Шварценеггер, и Джейк поставил себе цель – стать самым молодым рекордсменом по тяжелой атлетике. На соревнованиях он поднимал веса, превышающие его собственные в несколько раз, и делал это с техникой, достойной профессионалов. Эксперты были поражены его физической подготовкой, ведь подростки обычно не обладают такой мощью. Космо Тейлор – 14-летний бодибилдер из Великобритании, который стал самым молодым участником соревнований по культуризму. В отличие от обычных подростков, его тело выглядело так, будто он тренировался десятки лет. У него были рельефные мышцы, минимальный процент жира и отличная физическая форма. Космо начал заниматься в 8 лет, постепенно увеличивая нагрузки. К 14 он уже участвовал в турнирах и позировал на сцене как взрослые профессионалы. Это вызывало противоречивые реакции. Одни восхищались его целеустремленностью, другие говорили, что для ребенка такие нагрузки опасны. Сам Космо утверждал, что его вдохновляет сам процесс тренировок и что он хочет стать примером для других детей, показывая, что спорт — это не только сила, но и дисциплина. Эвника Садыкас – 10-летняя девочка из Казахстана, которая обладала молниеносной техникой ударов. Ее движения были настолько быстрыми, что даже профессиональные тренеры сравнивали ее с легендами бокса. В одном из видеороликов она за секунды нанесла десятки точных ударов по груше, что привело зрителей в шок. Визуально это выглядело так, будто кадры были ускорены, но все происходило в реальности. Ее скорость была просто невероятной. Ее отец-тренер начал обучать ее с раннего возраста, и к 10 годам она уже соревновалась с мальчиками, часто выходя победительницей. Многие эксперты предрекают ей большое будущее в профессиональном спорте, но уже сейчас она доказала, что возраст не помеха для успеха. Рашад Матти – 12-летний боец, который получил прозвище «Албанский медведь». Несмотря на свой юный возраст, он уже тогда демонстрировал технику, выносливость и силу, сравнимую со взрослыми спортсменами. С детства он тренировался в зале под руководством отца, который также был боксером. Удивительно, но в спаррингах он мог противостоять даже взрослым противникам, выдерживать жесткие удары и наносить мощные контрудары. На турнирах по боксу Рашад часто побеждал за считанные секунды. Его скорость, реакция и сила были настолько впечатляющими, что эксперты начали сравнивать его с легендарными бойцами вроде Майка Тайсона. Глядя на его выступления, сложно поверить, что это делает 12-летний ребенок. Джейвон Тейт Уолтон – 11-летний мальчик, который одинаково хорошо владеет техникой бокса и гимнастики. Он совмещает оба вида спорта, развивая силу, скорость и ловкость. С раннего возраста он стал звездой социальных сетей благодаря своей невероятной технике. Его удары настолько быстры и точны, что даже профессиональные тренеры были поражены. Кроме того, он выполняет сложные гимнастические элементы, благодаря чему его контроль над телом просто феноменальный. Джейвон тренировался с лучшими бойцами, включая известных боксеров и ММА-спортсменов. Уже в детстве он показывал уровень, который превосходил многих взрослых, а его мечта – стать чемпионом мира в нескольких видах спорта. Бруклин Ситнер – 17-летняя тяжелоатлетка, которая заняла 3-е место на престижном турнире среди взрослых. Она начала заниматься пауэрлифтингом в 8 лет и уже в 12 показывала результаты, превосходящие многих взрослых спортсменок. На соревнованиях она поднимала штангу, вес которой в несколько раз превышал ее собственный. Этот феномен вызвал огромное внимание. Как такая молодая девушка может демонстрировать столь невероятную силу? Ответ оказался прост – дисциплина, регулярные тренировки и правильное питание. Бруклин стала символом того, что сила не зависит от возраста или пола, а является результатом упорного труда. Андрей Косташ – украинский мальчик, установивший рекорд, сделав более 4000 отжиманий за 2 часа и 29 минут. Такое количество повторений требует не только огромной силы, но и выносливости. Ведь даже профессиональные спортсмены редко способны на подобное. Он начал тренироваться с раннего детства и постепенно увеличивал нагрузку, пока не достиг рекордных результатов. Этот случай показал, что человеческие возможности практически безграничны, если человек готов работать над собой. Многие пытались повторить его достижения, но мало кому удавалось даже приблизиться к такому количеству отжиманий.
Джесси Джейн Макпарланд – девочка, которая уже в юном возрасте завоевала более 220 титулов в боевых искусствах. Она начала заниматься карате с 3 лет. А в 7 уже выступала на международных турнирах, поражая судей своими невероятными техниками. Ее главная особенность – молниеносная реакция и точность ударов. Визуально ее выступления напоминают сцены из боевиков, резкие удары, акробатические приемы и максимальная концентрация. На одном из соревнований она смогла выполнить серию сложнейших ударов ногами, которые по технике исполнения превзошли даже некоторых взрослых мастеров. Джесси стала символом боевых искусств среди детей, вдохновив сотни тысяч молодых спортсменов по всему миру. Мэнни Дрекслер – 16-летний бодибилдер, который посвятил свою жизнь спорту и здоровому образу жизни. В отличие от многих детей, он не просто качал мышцы, а изучал процессы, которые происходят в организме при тренировках и питании. С детства он интересовался биомеханикой и спортивной физиологией, благодаря чему смог построить идеальную систему тренировок. Визуально его тело выглядело так, будто он занимается спортом десятки лет. У него был идеальный баланс мышечной массы и рельефа. Его цель – стать не просто спортсменом, а настоящим экспертом в области бодибилдинга и фитнеса. Он доказывает, что сила – это не только работа в зале, но и умение понимать свое тело. Максимус Холл – сын легендарного стронгмена Эдди Холла. Уже в 11 лет он демонстрировал невероятную силу, унаследованную от своего отца. Однажды он поразил зрителей тем, что в юном возрасте поднял вес, который недоступен даже некоторым взрослым спортсменам. В его ДНК – мощь, но он также усиленно тренируется, чтобы достичь уровня своего знаменитого отца. Многие считают, что он станет новым чемпионом в мире силового экстрима, так как его показатели продолжают стремительно расти. Арат Хусейн – 10-летний мальчик из Ирана, которого называют иранский Месси. Он с детства сочетает в себе талант к футболу и невероятные акробатические способности. На видео он выполняет удары через себя, делает перевороты в воздухе и легко проходит защитников, словно игрок мирового уровня. Его техника поражает даже профессиональных тренеров. Арат тренировался с ранних лет, оттачивая каждый элемент игры, и теперь его признают одним из самых перспективных юных футболистов в мире. Лиза Брукс Моси – 10-летняя гимнастка, которая обладает невероятной физической подготовкой. Ее пресс, гибкость и сила впечатляют даже профессиональных спортсменов. Она выполняет сложнейшие акробатические элементы, требующие мощи и точности движений. Однажды на соревнованиях она показала программу, которую едва ли могли повторить даже взрослые участники. Лиза – пример того, что тренировки и дисциплина могут создать настоящее чудо. Она продолжает развиваться и, возможно, в будущем станет олимпийской чемпионкой.